Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание церковному календарю, уделим внимание народному календарю, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 15 января. Итак, друзья, далее все более подробно. Итак, 15 января в церковном календаре это день памяти преподобного Серафима Саровского, одного из наиболее почитаемых святых в православной церкви. Этот день посвящен воспоминанию о его жизни, подвигах, благодетельности и примера духовного прозрения. Преподобный Серафим Саровский родился в семье простых крестьян и с самого детства ощутил свое призвание к монашеству. В возрасте 19 лет он вступил в монастырь Саровской обители, где прошел и прожил большую часть своей жизни. Серафим был известен своей строгостью и самоотречением. Он проводил многочасовые молитвы, отказывался от материальных благ и проповедовал простоту и смирение. И в монастырской обители Серафим показывал души людей и помогал им в духовном становлении. Он проводил множество бесед, утешал, советовал, прозревая в людских сердцах и являясь их истинным духовным наставником. И благодаря этому Серафим обрел репутацию чудотворца и стал прославлен как исцеляющий. В память о его святости и благодельстве церковный праздник 15 января проводится с большой торжественностью и радостью. В этот день верующие приходят в храмы, чтобы помолиться перед иконой преподобного Серафима и просить его о заступничестве перед Богом. Также в этот день, 15 января, отмечается и День памяти святого Сильвестра Римского. И это один был из великих пап римских католической церкви. Святой Сильвестр служил папой с 314 года по 335 год и считается одним из самых влиятельных и значимых церковных деятелей своего времени. Также обращаем ваше внимание, что у нас продолжаются святки. Это время, когда все люди отдыхают от своих повседневных забот и отдаются радости праздника. Как правило, в этот день все собираются вместе, празднуют, вспоминают хорошие какие-то моменты, не забывают о ритуалах, практиках, также, чтобы привлечь удачу и благополучие. Святки – это драгоценное время, насыщенное верой, надеждой и любовью, которая вносит свет и радость в сердца людей в начале каждого Нового года. Ну а в народном календаре этот день назвали Сильвестров день или по-другому как Куриный праздник. И именно является он одним из народных праздников, который отмечается 15 января. В этот день люди собираются, чтобы отпраздновать и насладиться традициями этого дня. Главным символом этого дня является курица, которая представляет собой изобилие и благополучие. Куры приносятся на праздничный стол в различных видах приготовлений: запеченные, жареные, тушеные. Каждая семья старалась приготовить как можно больше блюд из птицы, чтобы поделиться радостью и достатком с родными и близкими людьми. Вообще весь день 15 января наполнен весельем и развлечениями. На улицах проводили шествия, где принимали участие все. Люди украшали себя яркими костюмами, носили птиц, которые символизировали и куриный праздник. Также в этот день исполнялись традиционные танцы, песни, а также проводились всевозможные конкурсы и спортивные соревнования. И один из обычаев, связанных именно с этим днем, является разведение костра. Это символизировало, что зима должна уйти, и народ приветствовал приход весны.
Вокруг костра люди собирались, чтобы поделиться теплом, радостью, а также готовили блюда на открытом огне. Еще одним важным аспектом праздника являлось привлечение удачи и защиты на предстоящий год. Люди носили в этот день амулеты, талисманы, вешали на двери домов с пожеланиями счастья и процветания. И считалось, что именно вот такая вот практика принесет надежду и веру в лучшее будущее. Также люди собирались, чтобы восхититься праздником и поздравить друг с другом. Также обращаем ваше внимание, те, кто родились 15 января, одаренные особым обаянием и сильным характером. Их знак зодиака – Козерог, что обуславливает их упорство, ответственность и стремление к достижению поставленных целей. Они неутомимо трудятся, часто ставя перед собой амбициозные задачи. Также люди, рожденные 15 января, обладают изумительной способностью к анализу и остроумию. Они наблюдательны, внимательны к деталям и способны видеть глубже поверхностные вещи. У них яркий и отточенный интеллект, что помогает им быть отличным наблюдателем и аналитиком. Они обладают склонностью к систематизации, умеют находить закономерности и логически связывать все события. Также люди, рожденные 15 января, обладают сильным чувством справедливости и непоколебимой этичностью. Им присуща интуиция, которая помогает им понимать мотивы и намерения окружающих людей. Они всегда стремятся поступать верно и честно, сохраняя свои принципы и ценности. Ну а сны, увиденные в ночь с 14 на 15 января, являются пророческими и сбываются в ближайшем будущем. Также, если вам этот сон не дает покоя, то вам нужно постараться запомнить свой сон, потому что он действительно может содержать информацию о людях, которые вам ставят палки в колеса. Сновидения также сегодня способны указать путь к решению ваших проблем. Например, перед сном вы можете попросить высшие силы показать вам, как поступить и как решить те или иные ситуации. Но если сон был тусклым, неинтересным, это может означать, что вы и истощены, и тратите энергию напрасно. Но если у вас яркий и интересный сон, напротив, это говорит о том, что вы полны сил и направляете их в нужное русло. Если вы во сне видите светлые образы, воплощенные в вашей реальности, и они несут с собой добро, например, солнечную погоду, улыбку друзей, это достаточно хороший сон. Ну а темные образы, включая слезы ваших врагов, это несут с собой преграды и даже отрицательные эмоции. Что же нужно было сделать в этот день, 15 января? Как мы уже сказали ранее, 15 января – это день куриного праздника, который сопровождался различными традициями и обрядами. И, конечно же, наши предки в этот день проводили определенные действия, чтобы защитить курятник и обеспечить благополучие своим птицам. Поэтому 15 января наши предки чистили курятник. Это было не простое ежедневное уборное дело, а особый ритуал, который имел свои мистические законы. Считалось, что очищение курятника от зла, негативных энергий поможет птицам быть здоровыми и хорошо нести яйца. В такой благословенной атмосфере курочки росли быстрее и приносили пользу хозяину. Кроме того, в этот день наши предки вешали в курятнике особый амулет – черный камушек с дыркой посередине. Этот оберег имел особое значение и символизировал безопасность и защиту от злых сил. Согласно поверьям, черная дырка в середине камня служила преградой для темных сил и злых людей, которые считалось, могли навредить не только птицам, но и всему хозяйству. Такой ритуал придавал дополнительную уверенность и спокойствие хозяину курятника. Кроме обрядов, связанных с курятником, куриный праздник традиционно включал и подготовку леденцов в виде сахарных петушков. Эти сладости дети получали в подарок и верили, что они станут своеобразной защитой от болезней на весь год. И эта давняя традиция была связана с покровительством домашнего скота и заботой
заботой о здоровье младших членов семьи. Поэтому леденец в форме петушка был символом счастья и хорошего здоровья для детей. Друзья, теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 15 января по народным приметам и традициям. И как мы уже сказали ранее, 15 января является особенным днем, связанным с народными приметами, традициями. Это день, известный как Сильвестров день или куриный праздник. Он имеет свои уникальные правила и запреты. И наши предки старались передать эти знания из поколения в поколение. Итак, что же нельзя делать? Первое, что следует сказать, это то, что 15 января считается неудачным днем для начала новых дел и предприятий. Народная мудрость нам говорит, что любые новые начинания, которые будут начаты в этот день, обречены на неудачу и неудовлетворительные результаты. Поэтому мудрые люди избегали в этот день предпринимать что-либо и старались сосредоточиться на завершении уже начатых дел. Также в Сильвестров день не рекомендуется выходить замуж или брать себе в жены. Считается, что такие браки, заключенные в этот день, несут несчастье и неприятности. И пары, которые пренебрегают этим запретом, могут столкнуться с проблемами и разочарованиями в своей семейной жизни. Кроме того, обряды и народные приметы, которые были связаны с Сильвестровым днем, также запрещают убивать кур в этот день. Вера в то, что убийство кур принесет несчастье и беду, укоренилась в народной культуре. Это связано с предположением о негативном воздействии такого действия на хозяйственное благополучие и общую удачу. Также в этот день, 15 января, нельзя было спускаться в погребы, подвалы или другие подземные помещения. По преданию, в Сильвестров день открываются врата подземного мира, и те, кто осмеливаются спускаться вниз в это время, рискуют столкнуться с негативными силами и злыми духами. Также великой опасности подвергается и тот человек, кто осмелится приступать к распитию спиртных напитков 15 января. Считается, что в этот день темные силы могут навестить человека, который приступил к питью алкоголя, и отведут его к себе. Также было принято считать, что сегодняшний день нельзя было подстригать волосы, иначе они станут вялыми, и поэтому на 15 января лучше отложить поход к парикмахеру. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня нельзя было поднимать куриное перо земли, ибо счастье могло ускользнуть из рук, поэтому 15 января лучше не заниматься сбором перьев. Также рекомендовалось не обращать внимания на зоб, так как болезнь может только усилиться. Однако в этот день привлекать внимание себе, чтобы лечить лихорадку, считалось эффективным. Если изгнание болезни производилось в куриный праздник, то больному обещалось скорейшее выздоровление. Также не стоило использовать и обычную воду для уборки 15 января, так как злые духи могли явиться и нанести вред хозяевам. Для того, чтобы предотвратить подобную ситуацию, добавляли обязательно святую водичку, которая была взята из храма. Куриный праздник женщинам запрещалось готовить ужин, так как такое действие могло принести несчастье и угрозу жизни курицам вплоть до весны. Также в этот день под запретом было выбрасывать крошки, оставшиеся после приготовления печенья накануне 15 января. Их следовало отдать курочкам, чтобы сохранить их здоровье. Также в день Сильвестра не рекомендовалось рассказывать о своих сновидениях, в которых появлялась курица или петух, так как такой сон обещал прибыль и благополучие. Однако, чтобы не привлечь глаз, лучше было промолчать о таком сновидении.
Кроме того, в этот день наши предки старались проводить ритуалы на деньги и на здоровье. Давайте сначала проговорим о практике на привлечение денег в вашу жизнь. Итак, для проведения этой практики вам понадобится свеча, желательно зеленого цвета, потому что это цвет процветания и финансового благополучия, а также поможет вам создать атмосферу уюта и спокойствия. Далее возьмите лист бумаги, на нем четко и ясно запишите свои финансовые цели. Определите, какую сумму вы бы хотели бы иметь, а также какими путями вы собираетесь достичь своих финансовых целей. Но старайтесь быть конкретными и реалистичными в своих планах. Напишите все свои мечты и стремления на бумаге. Затем возьмите деньги и положите это на бумагу. То есть те деньги, которые, например, у вас есть в кошельке или в шкатулке, или в конверте. И представляйте себе, как вы уже достигли своих финансовых целей, как вы чувствуете радость, и у вас все получается. Далее опустите свои руки над этой денежной суммой и повторяйте следующие слова. Деньги приходят ко мне с легкостью и с изобилием. Я привлекаю финансовое благополучие в свою жизнь. И вот такую практику вы еще можете посидеть несколько минут, ощущая позитивные эмоции и уверенность. После этого аккуратно сложите бумагу и положите ее в специальное место, которое будет символизировать ваше намерение и веру в достижение финансового благополучия. А деньги на следующий день вы можете использовать или обратно вернуть по вашему усмотрению. Также в этот день мы вам предлагаем провести практику на здоровье. Для этого вам понадобится уже свеча красного цвета. Это цвет энергии и здоровья. Подумайте о своем здоровье и сфокусируйтесь на том, что вы хотите укрепить или излечить. Визуализируйте, как ваше тело и душа становятся здоровыми и сильными. И после этого поговорите следующие слова. Я обладаю полным здоровьем и энергией. Мое тело и душа находятся в гармонии и в равновесии. После этого еще несколько минут посмотрите на свечу, представляя себе свое идеальное состояние здоровья. И после этого можете затушить свечу и поблагодарите Вселенную и высшие силы за те мыслимые и немыслимые блага, которые могут появиться в любой момент в вашей жизни. Друзья, вот такой у нас с вами день, 15 января, по народным приметам и по церковному календарю. Мы всем желаем мыслимых, немыслимых благ. Друзья, обязательно ставьте лайк этому видео. Кто интересовался, как можно перевести нам донат, благотворительность. Друзья, ссылка есть в описании к этому видео. Нажимайте и переходите по ссылке. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ. Друзья, услышимся в следующем видео.